хочу вам еще один совет дать. Оказывается, человек, который живет очень бедно, может очень быстро убрать у себя бедность, если он проведет обряд жертвования небольшое количество пищи, которое он получит Богу. Каким образом он может делать такой обряд? Для этого необходим огонь, и при этом человек, допустим, приготовил еду, представляете, эту еду он ставит в тарелки, и после этого, перед тем, как покормить тех людей, которые будут кушать, он берет часть этой еды, насыпает в тарелку, выходит на улицу и сжигает это в каком-нибудь костре или в каком-нибудь камине, в буржуйке там или еще где-то. Почему? Это особенность вот такого просада, потому что человеку Бог дает эту пищу, тогда он имеет право получать чуть-чуть из этой пищи. Понятно? Это звучит все, ничего не произносить. Ни спасибо, ни на, ничего. Просто выливаете эту пищу в костер и все. Вообще могу вам сказать, что это очень-очень хороший обряд. Я вам могу сказать, что об этом обряде знают многие люди, особенно армяне. У меня был мой друг, который очень любит жарить шашлыки. Вы представляете, сколько бы он ни сделал шашлыков, перед тем, как поставить на стол, он где-то процентов 10 из этого шашлыка просто высыпал в костер. И я потом говорю: Овик, зачем ты это делаешь? А чтобы вы понимали, человек очень состоявшийся. Он говорит: это для предков. Это для предков. Они тоже там голодные лежат, типа, пускай кушают. Я говорю: ну так немного ли предкам? Он говорит: слушай, не надо жадничать, я же свое мясо отдаю, слушай, все в порядке. И вы знаете, потом, вот сколько лет я этого человека знаю, он очень хорошо, вот у него очень хорошо получается и бизнес, и там полрынка купил он, и там у него очень все в жизни хорошо получается. Хотя он из очень неблагополучной семьи. Был я у московского одного мужчины, такого очень знаменитого. У него свой дом из сруба сделанный, такой, не знаю, там 2 километра, наверное, общих площадей. И у него на каждом этаже стоят камины. Там камин такой просто железный с трубой, там камин еще какой-то и так далее. И вы знаете, что я заметил? Вот он вместе со мной сидит, да, наливает 1 стакан себе виски, рюмочку, да, в стаканчик наливает. 1 стакан себе, 1 стакан мне. После этого говорит, подходит вот к тому месту, где у него этот огонь. И вот что себе налил, выливал вот в эту воду. И говорит, поворачивается и говорит: так нравится, когда горит виски, хороший запах идет. Но знаете, я знал, что он делает это не для этого, потому что запаха не было никакого, знаете. И уж поверьте мне, виски, которые стоят там $200, не очень хочется выливать в камин, да. И он всегда, каждый раз выливал немножечко алкоголя, перед тем, как начинал пить, обязательно выливал и вино и так далее. Почему? Это возможность небольшого количества жертвы. Что человеку нужны, деньги или еда? Давайте я вам скажу, еда важнее, чем деньги. Поэтому если бы человека кормили каждый день, как здесь в столовой, там, и ассортимент бы менялся, и все бы удовлетворяло, то тогда деньги были бы не нужны. Согласитесь, да? Нужна была бы одежда. А если бы одежду давали просто так, они бы нужны были. Понимаете, тогда вопрос денег, он был бы исключительно, ненужный, понимаете. Переехать куда-то, вот захотел, поехал. То есть это я писал коммунизм, да. То есть деньги отсутствуют, потому что все можно было бы брать запросто, там, питаться запросто и все остальное делать запросто без денег. Но в случае, если еда это так важно, то нужно делиться не деньгами, потому что некоторые считают, что там часть денег, которые заработал, можно кинуть в костер. Это неправильно, потому что вы бросите не часть денег, а часть потраченной своей жизни. Потому что вы потратили жизнь, вам за эту часть жизни заплатили деньгами. Вы же ходили на работу, значит, это стоимость вашей жизни. А вы потратили часть еды, а еда немножечко по-другому. То есть вот дай деньги, заставь человека съесть. Или купи на эти деньги еды и заставь человеку съесть. Скажите, если еда, то это вкуснее, чем просто деньги пожевать. Правильно? Поэтому вот такое извращенное восприятие нашей жизни, оно очень часто у нас смешивается, и мы делаем неправильно обряд. Поэтому считается, что если человек живет очень плохо и начнет часть своей пищи отдавать исключительно посвящая
духовной энергии, то есть нужно говорить так: я посвящаю своему материальному благополучию часть этой пищи, и эту пищу выбрасывать, то после этого сразу же идет выравнивание нашей судьбы. Дело в том, что вот такие жертвоприношения, о которых я вас обучаю, они совершаются всеми религиозными направлениями. Такие жертвоприношения, они являются, особо как элемент духовности. Почему? Каждый раз, когда люди постятся и они не доедают, то религиозные деятели представляют эту несъеденную пищу, и эту пищу при помощи определенного ритуала посвящают своим целям. Поняли? Своим целям. Поэтому обыкновенные люди постятся, а священники, плоды срывают не обыкновенные люди. Поэтому обыкновенному человеку или батюшке уже не нужно там особо поститься. Почему? За него уже попостились. А вот цель там построить новую церковь или купить себе новые там помещения, здания или там богатство будет осуществлена за счет этого. Поняли, да? Это все жертвоприношение. Жертвоприношение никто не отменял, но в жертвоприношении нету участия людей и так далее. Жертвоприношение это то, что является для тебя самым дорогим. Человеку очень сильно необходима пища и воздух, но воздух мы жертвоприносить не можем. А вот принести в жертвенность часть своей еды, то есть ты делишь, одна часть пищи принадлежит тому, кто тебе эту пищу дал или кто для тебя эту пищу создал. А вторая часть пищи это пища твоя и твоей семьи. Поэтому в знак благодарности часть пищи человек в случае болезни или в случае какого-то там нищеты или какой-то проблемы должен отдавать. Я вам скажу так, если у вас кто-то болеет, перед тем, как садитесь кушать, отдавайте часть пищи, которую вы съедите за столом, перед тем, как вы съедите, сжигая ее на костре. И тогда человек 100% выздоравливает, быстро причем. Я же говорю это, знаете, как эзотерический опыт. Знаете, если есть такая возможность, делайте. Нет такой возможности, не делайте. У меня есть знакомые цыгане, они живут в Днепродзержинске, и очень сильно заболел у них отец, Фаур. И вот очень сильно заболел, там просто лежит плашмя, не шевелится, и как там в песне поется, и танго танцевать не хочет, да, идти не идет, да, и самбу танцевать не идет. И вот у него тяжелое было состояние. И я каждый день видел, перед тем, как покормить гостей, его жена вставала, и вот так вот отсоединяла часть еды, выходила на улицу, ее отец делал костер, и она это вот по чуть-чуть вот так вот высыпала в этот костер. Поняли? Цыгане это знают, они делают откуп таким образом. То есть они часть пищи, которую съедят, отдают или бросают в этот огонь. После этого не садят, после этого неприятности заканчиваются и так далее. Понятно, да? Часть вина отдай, часть еды отдай, если у тебя все плохо. Если хорошо, ничего не надо. Просто это такой вот как небольшое эссе по поводу того, как можно изменить немножечко, улучшив свою судьбу. Это факт.